Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня у нас с вами 18 февраля, сегодня воскресенье, и вы знаете, сегодня достаточно прибыльный день, поэтому обязательно напишите эти 4 цифры на привлечение денег, и вы увидите, как ваша жизнь может измениться, потому что сегодня, 18 февраля, один из самых благоприятных дней этого лунного месяца, и энергетика этого дня, она очень гармонична, поэтому сегодня очень чистый и, вы знаете, очень светлый день, поэтому ни в коем случае не нарушайте эту гармонию какими-то своими действиями, с негативными словами. Давайте дальше разбираться и будем понимать и знать, что нам нужно сегодня делать в этот прекрасный, чудесный день, 18 февраля. Итак, друзья, сегодня 18 февраля, растущая луна в знаке зодиака Близнецы. Обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами луна находится в 10-х лунных сутках. Как вы знаете, растущая луна в знаке зодиака Близнецы, это несет какую-то, знаете, такую вот некоторую нестабильность и изменчивость в атмосферу. Поэтому Близнецы — это тот знак, который у нас с вами ассоциируется с коммуникацией, с обменом информацией и активностью нашего мозга и разума. И влияние этого знака зодиака может вас сегодня привести к повышенной активности, к социальным взаимодействиям и повышенной заинтересованности в каких-то новых знаниях, в каких-то новых идеях. Поэтому этот день будет достаточно хорошим днем для общения, для обучения и обмена идеями между людьми. Поэтому в этот день стремитесь что-то узнать, понять, прочитать, изучить. Не бойтесь нововведений, которые вам предлагают ваши знакомые на вашей работе или просто кто-то дает какие-то идеи. Даже сегодня вы можете прийти в магазин, в супермаркет, на рынок или куда-то еще и увидеть следующую ситуацию, что что-то изменилось. Не бойтесь этих изменений, принимайте их с радостью. В то же время сегодня нужно быть осторожными. Почему? Потому что знак зодиака Близнецы дает нам поверхностную информацию, где-то непостоянство, и у людей сильная доверчивость. Поэтому сегодня люди могут легко поддаваться иллюзиям, обману, особенно если дело будет касаться коммуникации, денег и информации. Поэтому сегодня, хоть сегодня и воскресенье, многие люди не работают, будьте сегодня, пожалуйста, внимательны к деталям и не принимайте все на веру, обязательно обдумывайте все свои действия. Даже если вам кажется, что вот вроде как все хорошо, все идеально, ищите эту информацию в интернете. Если вам нужны какие-то документы для заключения контракта, возьмите документы из реестра. Но ни в коем случае просто на веру не принимайте ту или иную информацию. Кроме того, сегодня эмоции и энергия могут зашкаливать, а это может вызывать в некоторых случаях напряженность и нестабильность. Поэтому сегодня очень важно, чтобы вы научились управлять эмоциями и сохраняли спокойствие во всех ситуациях. Но чтобы сохранять спокойствие, друзья, вы знаете, нужна мудрость, нужно терпение. А каждый человек в этом мире, он стремится к этому. Поэтому не бойтесь учиться всему тому, что дает вам жизнь, Вселенная, ваше окружение. Сам по себе этот день, 18 февраля, он будет достаточно интересным, будет достаточно динамичным. И очень важно, что вы использовали вот энергию этого дня с умом, были бдительными, были осторожными, и тем самым вы сможете избежать потенциальных опасностей и насладиться всеми преимуществами, которые может предложить вам сегодня этот день. А поверьте, если вы все сделаете правильно, то этот день для вас пройдет достаточно удачно, благополучно, ярко, необычайно интересно. Теперь давайте поговорим о лунном календаре здоровья, посмотрим, что же нас с вами ждет по лунному календарю в этот день. Вы знаете, сегодня этот день является уникальным для нас. Почему? Потому что сегодня очень важно, чтобы вы следили за состоянием своего организма и старались сегодня провести этот день за заботой за собой или за теми людьми, которых вы любите и цените. Кроме того, влияние растущей луны в знаке зодиака Близнецы в какой-то степени заставляет нас поддерживать активность и мобильность нашего организма. Как
Как мы уже ранее сказали, друзья, близнецы ассоциируются с коммуникацией и движением, поэтому этот день может быть благоприятным для физических упражнений, для прогулок на свежем воздухе и общения с окружающими людьми. Кроме того, сегодня хорошо заниматься спортом, хорошо заниматься активными прогулками. И вы знаете, вот если вы сегодня выйдете на прогулку, это принесет вам даже больше пользы, чем обычно. Даже если в вашем регионе все заметает, снег, хотя бы 5-10 минут постарайтесь выйти и насладиться, например, снегопадом или настоящей зимой. Потому что, вы знаете, не каждому дано. Вот, знаете, те люди, которые проживают в теплых странах, у них сейчас, у кого-то весна, но у них сейчас плюс 25, плюс 30, и они мечтают о зиме попробовать, что же такое на лыжах покататься, на санках и так далее. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь вот найти в этой зимушке, зиме, найти что-то такое вот позитивное, или вот самое простое, постарайтесь просто пройтись с подругой хотя бы 15-20 минут до любимой кафешки. Это очень важно. Кроме того, сегодня в этот день, 18 февраля, очень важно, чтобы вы обратили внимание на свое состояние, именно на эмоциональное состояние своего здоровья. Почему? Потому что близнецы могут влиять на человека, и это может в сегодняшний день у вас сопровождаться где-то повышенной нервозностью, где-то непостоянством, поэтому важно уделять время сегодня для релаксации, для медитации и для других методов расслабления. Не бойтесь этого, это очень важно понимать. Кроме того, сегодня у людей будет повышенная чувствительность, будет проявляться эмоциональная где-то напряженность, поэтому важно следить за своим психическим состоянием и обращать внимание на любые вот признаки стресса или тревоги. Это может быть даже и обида, где-то может быть недовольство, злость. Помните о том, что вот любая негативная эмоция, она разрушает. Знаете, это как вот зернышки, которые попали в землю и начинают постепенно прорастать. Вот так и вот эти негативные эмоции, они также, возможно, вы за один раз это не увидите, а потом у вас это может отразиться и на вашем финансовом состоянии, это может отразиться и на вашем здоровье. Помните об этом. Поэтому постарайтесь сегодняшний день провести максимально эффективно, насколько это возможно, для того, чтобы вы могли и энергетически подготовиться к следующей рабочей неделе. Это очень важно, чтобы вы это осознавали и понимали. Что же касательно лунного календаря для денег, то знаете, что сегодня хороший день для того, чтобы привлекать деньги, благополучие, достаток в свою жизнь. Дело в том, что именно растущая луна в знаке зодиака Близнецы создает нам атмосферу благоприятную для коммуникации, для обучения, для новых каких-то идей. И как мы уже сказали ранее, близнецы ассоциируются с общением, с обменом информацией и умственной активностью. А это может способствовать появлению новых возможностей, возможно, в сфере работы, в сфере финансов, в сфере каких-то новых проектов. Не думайте о том, что сегодня воскресенье и ничего не стоит делать. Если у вас есть маленький бизнес или вы работаете на результат, то знаете, сегодня тот день, когда вот прямо нужно в воздухе ловить вот эту всю информацию, искать новые контакты, общаться, разговаривать. Сегодня люди достаточно легко идут на контакт, сегодня люди достаточно легко идут на общение, на обсуждение каких-то вопросов. Кроме того, сегодня хорошо заниматься планированием того, куда вкладывать деньги, как вкладывать деньги, насколько вкладывать деньги. Также сегодня хорошо заниматься поиском новых идей для своего бизнеса или привлечение каких-то финансовых возможностей через общение с людьми, потому что благодаря вот такой вот активной именно обменной деятельности между людьми удача может прийти через сотрудничество, через партнерство или даже через новые контакты. Поэтому ваша задача сегодня не стоять на месте. Даже если вы ничем не занимаетесь, даже если вы работаете на хозяина, и у вас есть нормированный график, нормированная работа, все равно подумайте о том, возможно, вы хотите найти какую-то новую идею и найти для себя новую подзаработку.
точнее, подработку. Кроме того, всегда помните о каких-то рисках и будьте сегодня осторожны, когда вы решаете какие-то финансовые моменты в своей жизни, потому что все-таки близнецы — это у нас с вами переменчивость в какой-то степени, это у нас нестабильность, поэтому в сегодняшнем дне, 18 февраля, обязательно обращайте внимание на детали и анализируйте все вот предложения, то, что вам попадается на глаза перед тем, как принимать окончательное решение. Если вы не можете принять окончательное решение ввиду того, что вам не хватает информации, нет опыта, навыков. Возьмите, друзья, паузу, изучите. Благо есть интернет, сейчас не как когда-то у нас была одна энциклопедия на все случаи жизни. Сейчас очень можно много перелопатить информации и найти то, что вас действительно устроит. Только главное, ищите достоверную информацию. Кроме того, сегодня старайтесь искать новые пути для увеличения доходов и для расширения возможностей. И это очень важно, потому что если вы будете эффективно использовать этот день во благо себе, то этот день будет для вас достаточно удачным и успешным в финансовом плане. Не забывайте о том, что в воскресенье, сегодня многие финансовые компании не работают. Помните о том, что деньги, они всегда работают, вне зависимости, что это. Потому что если вы посмотрите, деньги, именно энергия денег, она постоянно находится в движении. Если она только закисляется, то происходит что? Происходит выгорание. Поэтому, чтобы такого не было, смотрите, пожалуйста, за тем, что вы делаете, как вы делаете, куда вы хотите вложить деньги. Теперь поговорим, друзья, касательно карты Таро на 18 февраля. Что же нас с вами ждет? И сегодня выпала карта Паж Кубков. Как вы знаете, это одна из самых, наверное, загадочных и в то же время привлекательных карт Таро, потому что она символизирует и молодость, эмоции, и это также является и предвестником каких-то новых возможностей для нас и начала новых чувственных и духовных путей. Поэтому сегодняшний день может стать вон тем проводником, вот тем стартом, который принесет вам новую энергию чистоты, новую энергию вдохновения. И кроме того, этот день может дать вам какие-то важные моменты в отношениях не только с другими людьми, но также что касается денег, что касается вашего здоровья, счастья и так далее. Для некоторых людей этот день пройдет как встреча с человеком по духу или с людьми, которыми вы дальше пойдете нога в ногу, сердце в сердце. То есть, здесь вам нужно именно доверять своим чувствам и понимать, и чувствовать, где же ваш человек. Кроме того, Паж Кубков говорит нам о том, что вы находитесь на самом начальном этапе своего эмоционального и духовного сегодня развития. Поэтому будьте готовы к новым вызовам, будьте готовы к новым возможностям, которые могут возникнуть сегодня. И если вы примете их с открытым сердцем, с мудростью, с терпеливостью, то в вашей жизни обязательно не только произойдут изменения, но это принесет те изменения, на которые вы, возможно, давно ждали. И давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на сегодня, 18 февраля. Вы знаете, он говорит нам следующее, чтобы мы не боялись находиться на своем пути и шли только вперед. И главное это делать уверенно и решительно, потому что вы находитесь под защитой во всех ваших начинаниях и на ваших испытаниях. То есть те испытания, которые вам сегодня даются высшими силами, вы обязательно их пройдете. Поэтому, если вы не знаете, как сегодня поступить в той или иной ситуации, обязательно обратитесь к ангелу-хранителю своему, обратитесь к Архангелу Михаилу, обратитесь к высшим силам для того, чтобы привлечь их помощь и поддержку. Помните о том, что их сила и защита доступна каждому человеку. Главное, чтобы вы обращались к ним с открытым сердцем и с чистыми намерениями. Это очень важно. Никакой корости не должно быть. Помните, пожалуйста, об этом. Теперь, друзья, вернемся к нашей практике, о которой мы сегодня с вами говорили. Эта практика, она очень уникальная. И вот именно сегодня, 18 февраля, мы ее рекомендуем вам провести. Что для этого нужно? Вам нужно подойти к вашей входной двери и в правом
верхнем углу нужно нарисовать 4 восьмерки, именно 4 восьмерки. Далее сказать следующие слова: открываю дорогу деньгам, достатку и изобилию. И после этого 4 вот восьмерки нужно будет обвести в круг. Поэтому постарайтесь их так красивенько нарисовать сначала 4 восьмерки, чтобы вам было потом и удобно нарисовать их в кругу. Потренируйтесь на листочке сначала, а потом эту сделайте практику. Большая просьба, когда вы их нарисуете 4 восьмерки и потом возведете их в круг, большая просьба, чтобы вы хотя бы целый час не открывали входную дверь. Это очень важно. А когда первый раз будете открывать входную дверь, очень важно, чтобы вы это сделали. Даже вот час пройдет, вы сами откроете входную дверь и скажите: приглашаю деньги в этот дом или приглашаю деньги в эту квартиру. И вы даже на интуитивном уровне почувствуете, что деньги к вам пришли. Например, может быть сквознячок пройти, или может быть что-то залететь. У каждого это будет свое. Знаете, это знак от высших сил, что вы на правильном пути. Так что, друзья, попробуйте, у вас обязательно все получится. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, в комментариях напишите: я магнит для денег, здоровья и успеха. Каждый новый день делает меня еще мудрее и счастливее. Истинно да будет так. Эти слова, которые помогут вам сегодня в этом. Обязательно напишите их в комментарии. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные, друзья, видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.